Очень рад снова оказаться в вашем обществе. Always look forward to my visits to Belarus. Всегда жду следующего визита в Беларусь. Especially since I've been able to visit several cities now instead of just going to one city. Особенно сейчас, когда я получил возможность путешествовать по разным городам Беларуси, вместо того, чтобы оставаться только в одном. Previously, I was limiting my travels due to health reasons, but now I've started to visit more cities. Раньше здоровье мне не позволяли ездить больше, чем в один город, но сейчас я могу ездить в еще другие города также. So this gives me the opportunity to see many of you, whom I ordinarily might not see in my visits to Belarus, by coming here to see you. Дает мне возможность видеть многих из тех, кого я иначе бы, наверное, не встретил, не повидал во время своих визитов в Беларуси. So this makes me happy. Поэтому я очень счастлив. Микрофон нормально, Махараджа? Нет. Микрофон Махараджа хорошо, поверно, слышно? Махараджа слышно или вас хорошо? Махараджа слышно? Слышно Махараджа? Да. Можно? Можно. Я не сильно помню. I've been speaking from one source several times now, and I still haven't finished it, so I'm going to continue. Я прочитал уже несколько лекций по одному источнику, по одной цитате, но до сих пор не смог закончить эту цитату, обсуждение этой цитаты. It's a very simple, fundamental topic of Krishna consciousness. Это очень простая и фундаментальная тема сознания Кришны. But although it's so simple, sometimes it escapes us. Но в силу ее простоты иногда она ускользает от нашего внимания. We have a tendency to forget what is our constitutional nature. Мы иногда имеем склонность забывать наше изначальное положение. Because that's the nature of this world. Такова природа этого мира. Jivera Surupoya Krishnara Nityadas. As Lord Chaitanya instructed Sanatana Goswami, that the constitutional position of a living entity is that he's an eternal servant of Krishna. Господь Чайтанья объясняет в этом стихе Санатане Госвами, что изначальным положением, естественным положением для каждого живого существа является служение Кришне. There can be a lot of implications if one doesn't fully understand what that means. И непонимание, неполное понимание этого факта может привести к различным последствиям. Because to be an eternal servant of Krishna means to exclusively offer one's love, service, affection to Him. Потому что быть вечным слугой Кришны подразумевает необходимость отдавать свою любовь, привязанность, внимание только Ему. There can be implications for those who don't fully understand what that means. И те, кто не понимает до конца этот принцип, сталкиваются с различными последствиями. And there are implications also to those who previously understood but may have forgotten. И это также могут с такими же последствиями, подобные последствия могут сталкиваться и те, кто понял об этом раньше, но потом забыл. And sometimes people may hear this and it may sound very nice, but when they actually hear all the other responsibilities that come with being a servant of Krishna, they think, that sounds to me too devoted. Есть также те, кому нравится слушать о том, что мы вечные слуги Кришны, но когда они узнают о том, что это подразумевает и какие обязанности за собой это влечет, они думают, нет, вот на такой уровень преданности я не готов, слишком преданный. We were reading one quote the other day, I can't remember where it's from, but I think it was Srila Bhaktisiddhanta was saying that our tendency is to think that if I give everything to Krishna, then what about me?
И не помню, откуда мы эту цитату прочитали, но это тоже одно из высказаний Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады, который мы обсуждали недавно. Он говорил, что иногда у нас есть склонность думать, ну если я все отдам Кришне, что останется мне тогда? Our immediate cause of concern thinks that to give everything I have to somebody else means I'm the loser. Мы думаем, что и нас это заботит. Мы думаем, что если я дам все кому-то, то я окажусь в ущербном положении сам, я потеряю многое. And the recipient of the person who I gave everything to he's the gainer. А тот, кому я отдам все, он будет благоприобретателем. Of course, sometimes we may even think that, well, the proper concept is there should be a fair distribution of wealth. Иногда мы даже думаем в таком настроении, что правильно и справедливо было бы так вот справедливо распределить все блага. People don't like to see disparity. Потому что людям не нравится видеть неравенство. And Krishna says, give everything to me. А Кришна говорит, ты мне отдай все. Seems to be that that's not a very fair distribution. И эта формула распределения благ кажется нам не очень справедливой. Here we have a supreme being, supreme controller, supreme proprietor, supreme enjoyer, and his concluding statements in Bhagavad-Gita is surrender everything to me. Потому что вот мы слышим слова верховного личности, верховного повелителя, верховного владыки, верховного наслаждающегося. И подводя итог всему тому, что он сказал в Бхагавад-Гите, он говорит, ну отдай все мне. And because he knows the immediate knee-jerk reaction when he says something like that, then in the same verse he says, Masucha, don't be afraid. И он понимает, конечно же, что какой рефлекс у нас на это возникнет, на эти слова, поэтому добавляет сразу поспешно и не бойся. He knows. Он знает. He says, abandon all varieties of religion, just surrender to me. Он говорит, оставь все разновидности религии и просто предайся мне. I'll deliver you from all sinful reactions. Don't fear. Don't Я тебя worry. Don't избавлю от worry. всех греховных последствий. Ничего не бойся. Well, why does he say that? Не волнуйся. Почему он так говорит? Because immediately, everything. Потому что у нас сразу возникает вопрос в глазах. Все? Отдай все? He says, no, everything. Don't be afraid. Он говорит, да, все. И не бойся. So, nonetheless, if we don't have that complete conviction, we hold back. Но если у нас нет такой твердой убежденности, тогда мы что-то оставляем для себя. And Krishna knows when we're holding back. И Кришна знает, что мы оставляем для себя. And he knows when we're completely depending on him. И мы также знаем, когда мы полностью зависим от Него. If we completely depend upon him, then we get one experience, and if we hold back, we get a different experience. Когда мы полностью зависим от Него, то мы получаем один опыт. Если мы что-то оставляем для себя, держимся за что-то, то мы получаем другой опыт. And Krishna says, "Yayatamam prapajanti tam sataiva pajamyaham." As you surrender unto me, I'll reward you accordingly. Кришна же говорит в этом стихе Бхагавад-Гиты, как ты мне предаешься, так я тебе вознагражу в соответствии со степенью предания. So what Krishna is saying is, if you hold back, you get one experience, and if you don't hold back and you give everything, you get a different experience. И Кришна говорит в этих словах, что если ты что-то удерживаешь для себя, то ты получишь один опыт, и если ты все посвящаешь мне, то ты получаешь другой опыт. Some people also fear, well, I thought I surrendered before, and I didn't get the experience I hoped for. Но некоторые на это возражают, говоря, что я думаю, что я все раньше посвящал Кришне, целиком и предавался, однако вот тот опыт, на который я рассчитывал, так и не приобрел. But surrender isn't a one-time affair. Однако предание это не какой-то одновременный акт. It's not like surrender. Sharanagati, the path of Sharanagati is the path of continual surrender. Потому что процесс шаранагати подразумевает постоянный процесс предания. The path of progress in our efforts to surrender even more. Это путь в наших усилиях предаться все больше и больше. And the more we surrender, the more we experience how Krishna's presence in our life. И чем больше мы предаемся, тем больше мы ощущаем присутствие Кришны в нашей жизни. And because Krishna wants us to surrender more, because he wants to give everything, he wants to give himself. И поскольку Кришна хочет, чтобы мы предались больше, because Krishna wants to give himself. Yes. Потому что Кришна в ответ хочет дать себя целиком нам. When he puts us in a situation where we have to surrender more, and we don't surrender, then he tests us. Если Кришна помещает нас в ситуацию, когда мы должны предаться больше, но мы при этом не предаемся, он тем самым испытывает нас.
Because he wants to give himself completely. Потому что он со своей стороны хочет целиком себя вручить нам. But because devotional service is such a confidential subject matter, it's such a confidential gift and exchange between the Lord and His devotees, the Lord doesn't give it so cheaply. Но поскольку преданное служение — это такой особый дар и очень сокровенный взаимообмен между преданным и Господом Кришной, Господь Кришна не дает себя слишком дешево. That's why His instructions of Bhagavad-Gita, He gets into more confidential and then the most confidential. Поэтому это в Бхагавад-Гите тема обсуждения постепенно переходит от сокровенных предметов к еще более сокровенным. The most confidential is the subject about pure devotional И service. самая сокровенная тема в Бхагавад-Гите описывает чистое преданное служение. It's very confidential, but it's experienced and it's given to those who actually understand the meaning of surrender. Это очень сокровенная тема, и она по-настоящему испытывается на собственном опыте и открывается тем, кто полностью предается. So surrender is an ongoing experience, and the more one surrenders, the more one feels Krishna's presence and support. Поэтому предание себя Кришне — это постоянный процесс, и чем больше человек предается Кришне, тем больше он чувствует присутствие Кришны в своем сердце, его поддержку, в своей жизни, его поддержку. Surrender is not something like, I oftentimes give the example, like people when they get old, they sit out on the porch and they reminisce about their times, the good times in their life when they, I remember when I surrendered. Тут нельзя подходить к процессу предания так, как иногда старые люди подходят в своей жизни, они состариваются, и потом просто сидят на крылечке и вспоминают о своих прошлых годах. Вот, помню, когда-то я предался. Like what sometimes people, as they get older, they sit together and they reminisce about the past. И как старые люди иногда, они состариваются и сидят там вместе на скамеечке где-то и подаются воспоминаниям о прошлых годах. Sit in the rocking chair. Сидят в кресле качалки. Yeah, I remember when I surrendered. Да, помню, как я предался, помню. Yeah, I remember too when I surrendered. И я тоже помню, как я предался. I'll never do it again. Никогда больше не буду это делать. Oh, you'll never do it? Yeah, I had a bad experience. Нет, я, никогда не будешь предавать. Да, у меня был очень плохой опыт. I had some good experiences. А у меня был хороший опыт предания. But somehow I haven't been able to experience them again. Но был опыт хороший один раз, но потом как-то не вернулся. И снова я его не испытал. So we sit and reminisce and talk Они about сидят и предаются воспоминаниям о прошлом. But actually the process of surrender is an ongoing process. На самом деле процесс предания постоянен. It's a process of the heart. Это непрекращающий процесс, который происходит в сердце. It's a deepening of attachment. Это процесс, заключающийся в углублении нашей And привязанности. it's a blossoming of love. И расцвет или распускание любви. Она распускается как цветок. And as the love gradually begins to manifest, and the devotee's heart becomes softer and softer. По мере того, как любовь проявляется, так распускается сердце, преданным становится все мягче и мягче. Then the inspiration to give more and more to Krishna becomes very natural. Тогда в его сердце появляется естественное вдохновение отдавать Кришне все больше и больше. Because he experiences just how wonderful it is to serve Krishna. Потому что начинает испытывать, как удивительно это служить Кришне. It's nothing more satisfying. I've come to realize who I am. Я в конце концов понял, кто я, и так удовлетворяет меня. This is the most wonderful realization. If one catches it, then one should try to hold on to it, not lose it. Это самый удивительный опыт и понимание. Если человеку этот опыт приходит, то человек хочет удержать этот опыт любой ценой, никогда его не потерять. It's the most valuable experience a living entity can have in millions of births. Это самый ценный опыт, который живое существо может обрести за миллионы рождений. Because upon experiencing the slight glimpse of what it means to be Krishna's servant, then that experience so far surpasses any other experience of service in our millions of births and our sojourn in the material world. Потому что хотя бы слабый отблеск того, что это значит по-настоящему быть слугой Кришны, затмевает все любые другие виды опытов и служения, которые могли обрести за время нашего скитания из миллиона жизней в материальном мире. Because
service is something we've been doing since time immemorial. Потому что служить-то мы служили с незапамятных времен. It's our constitutional nature. Это наше изначальное положение. Therefore, when Krishna says, Jivera Swarupa, Lord Chaitanya says, Jivera Swarupa, Krishna Nichidas, he says the constitutional, eternal position of living beings, he's a servant of Krishna. It doesn't mean forward, it also means back too. Потому что когда Господь Чайтанья говорит в этом стихе, в читании Чаритамрити, Кришна Нитидаса, это означает, что наше изначальное положение, наша естественная природа слуги Кришны, она относится не только к будущему нашему, но и к прошлому также. Doesn't mean that, oh yes, now I have to move forward and come to my position of a servant of Krishna. Это не означает, что я должен просто двигаться вперед к своему положению слуги Кришны. But my position is always as a servant of Krishna. Нет, я всегда был слугой Кришны. Problem is somewhere along the line I forgot. Однако проблема в том, что как-то я по пути забыл о том, что слуга Кришны. Krishna told Arjuna, Natveham jatum nasam natvaminemi jagadipa chaivana vishama sabhadhyam tatparam. Never was there a time when you did not exist, never was a time that I did not exist. Never was there a time when all these kings assembled here did not exist. Как Господь Кришна говорит Арджуне в Бхагавад-Гите, что никогда не было так, чтобы я не существовал, или ты, или все эти цари, и никогда не будет такого времени, чтобы кто-либо из нас прекратил свое существование. In the future, will any of us cease to be? So Krishna made it very, very clear to Arjuna that we've always existed in the past. Кстати, Господь Кришна сказал это очень ясно и недвусмысленно Арджуне. Мы всегда существовали в прошлом. Very difficult to understand, to comprehend. It's inconceivable. Это на самом деле непостижимо, очень сложно понять. It's funny, I don't remember always existing in the past. Очень смешно, забавно, как я вот помню, что я существовал всегда в прошлом. And we try to conceive of something that has no beginning. Мы пытаемся понять что-то, что не имеет начала. Can you? Можете пытаться представить что-то, что не имеет начала? I can't go there. Мы даже не можем начать двигаться в том направлении. Безначальное наше существование. Мы продолжаем идти вспять, больше и больше углубляясь в прошлое. И наш ум не может даже понять, не может охватить что-то, что не имеет начала. Но понять это можно только трансцендентного уровня. Уровня, на котором нет влияния ни времени, ни пространства. Это наша природа, она находится за пределами влияния времени и пространства. Но поскольку мы обусловлены, мы думаем, что у всего должно быть начало. Потому что это наш опыт времени. Time means whatever. Therefore, even when Krishna creates the entire cosmic manifestation, first thing he has to do is create time. Потому что когда Кришна создает все космическое проявление мироздания, первое, что он создает, это время. Because in the spiritual world, there's no influence of time. В духовном мире влияния времени нет. In the spiritual world, everything is eternally manifest, ever present. В духовном мире все проявляется вечно, всегда существует. In the spiritual world, there's no old age, there's no death, no birth. Нет старости, нет рождения, нет смерти. This is inconceivable. Это непостижимо. Nonetheless, that's the eternal spiritual realm, which is the eternal residence of every living being. И это вечная изначальная обитель, в которой вечное изначальное пристанище или место жительства всех живых существ. But as Lord Chaitanya says in the Sikshastika prayers, somehow or other I have fallen into this ocean of repeated birth and death. Но Господь Чайтанья говорит в своих молитвах Шикшаштаки, так или иначе я впал в этот океан рождения и смерти. Somehow or other I have accepted this material body. Так или иначе я принял это материальное тело. But please pick me up from this ocean of death and place me as an atom, a particle of dust at your lotus feet. Пожалуйста, вызволи меня из этого океана рождения и смерти, помести мне частицы пыли в твоих лотосных стоп. Because to become a particle of dust or an atom at the lotus feet of the Lord, that is the safest place. Потому что быть частицей пыли в твоих лотосных стоп или атомом в твоих лотосных стоп — это самое безопасное положение. There is no safer place than to be an atom sheltered at the lotus feet of the Lord. Нет более безопасного положения, чем находиться в лотосных стоп Господа. And what does it mean to be sheltered at the lotus feet of the Lord? И найти в них прибежище. Что это значит по-настоящему найти прибежище в лотосных стоп It Господа? means to have been given the gift of our eternal devotional service. Это означает получить дар нашего вечного преданного служения Ему. That activity which never becomes dry, boring,
Это та деятельность, которая никогда не становится сухой или скучной для нас. That activity is ecstatic, so satisfying to the self. Это эстетическая деятельность, которая всегда удовлетворяет душу полностью. That activity which is not doesn't become destroyed by the influence of time. И влияние времени не в силах разрушить эту деятельность. That activity which is filled with unlimited happiness and experience, full experience of spiritual emotions. Это деятельность, которая наполнена безграничным счастьем и наполнена бескрайними духовными эмоциями. And which is ever increasing. И она постоянно увеличивается. And which is a full experience of love and service. И она наполнена счастьем в служении, любовью в служении. To have been actually established our eternal connection with Krishna. Когда мы устанавливаем нашу вечную связь с Кришной. But because now we've temporarily come in contact in this material world, we forgot that connection. Но теперь, когда мы пришли во временное соприкосновение с материальным миром, мы на какое-то время забыли наши связи с ним. And our innate propensity to serve has been perverted into the subservience into temporary illusory masters. И наша врожденная склонность служить извратилась в желании служить каким-то временным повелителям и господам. And as soon as one hears we have to become a servant of Krishna, then we become afraid that how can I let go of my service to my temporary illusory masters. И как только мы слышим, что должны стать вечными слугами Кришны, то мы пугаемся, думая, как же я могу расстаться со своим служением, своим временным иллюзорным господам. We become afraid. And that's why Krishna says, Ma sujaha, don't be afraid, don't Поэтому worry. мы пугаемся. Кришна говорит, не пугайся, ничего не бойся. I can't let go. А мы думаем, нет, не могу расстаться с этими обязанностями. So, therefore, of course, the process of devotional service means upon having experienced a little faith in the process of surrender, then that faith has to grow. Поэтому процесс преданного служения зависит от нашей способности испытать немного веры в процесс предания. Эта вера должна углубляться. And the only way it will grow is by surrender. Единственный способ позволить вере расти – это предаваясь. Because Krishna is there within the heart, and He knows when we want to hold back. Потому что Кришна находится в нашем сердце, и Он знает, когда мы хотим что-то удержать для себя. And He won't reveal. He won't reveal Himself. И Он поэтому не откроет себя нам. He says, as you surrender, I'll reward. Он говорит, что насколько ты предаешь, настолько вознаграждаю тебя. And we tend to think, well, what is the reward? И мы думаем, а вознаграждение, что это такое? Sounds good. Что за вознаграждение? Очень заманчиво звучит. Sounds good. What is that reward? Значит, заманчиво звучит очень. Что же за вознаграждение уготовано? Is it worth surrendering for? Вообще стоит ради этого вознаграждения предаваться или нет? I'll surrender a little bit now, and I'll check my bank balance and see if the reward came. Сейчас немножко предамся, и потом проверю банковский счет. Может быть, пришло это вознаграждение. It's the same as the last time I made a deposit. It's the same as the last time. Похоже, сумма не увеличилась. То же самое лежит на счете, как и раньше. I surrendered. Я же предался. I guess that's not the reward Krishna is going to give me. Похоже, это не то вознаграждение, которое Кришна собирался мне дать. Maybe somebody's going to knock on the door. Может, кто-то в дверь постучит сейчас And deliver the reward that way. и принесет мне лично это вознаграждение. I'll wait. Я подожду. No knock. Никто не стучит. Didn't come. Не пришло вознаграждение. I thought I surrendered. Я же думал, что предался. Where's the reward? А где же вознаграждение? Krishna says, as you surrender, I have rewarded Кришна you. же обещал, как предаешь, так и тебя вознаграждаю. Where is it? А где же это It's вознаграждение? very elusive. Нет, похоже, это какое-то неуловимое вознаграждение. I don't think Krishna's real. Похоже, Кришны нет. Either that, he's just telling the truth. Или, He's not telling the truth. или он есть, но правду мне не говорит. We can't experience that because we don't know what the reward is that we should be looking for. Мы не можем испытать этого вознаграждения, потому что мы не знаем, а какое вознаграждение ожидать от Кришны. Because we generally think rewards are something that's something perceivable, tangible. Потому что мы думаем, что вознаграждение должно быть чем-то зримым и осязаемым. Something I can put my finger on. Это что-то, что я могу поднять в своих пальцах, держать в руке Use it for и использовать something good. для чего-то хорошего. Me. Для себя. That's my reward. Вот мое вознаграждение. Я же предался. Вот оно, вознаграждение. But actually the reward is
something else that Krishna wants to give. Но вознаграждение, которое хочет дать нам Кришна, заключается в другом. Krishna is ready to give something far greater than anything that's some temporary physical reward. Кришна готов нам дать гораздо более ценное вознаграждение, чем эти физические формы вознаграждения. He's ready to give the gift of service to him. Он готов нам дать дар служения себе. And because when he gives the gift of service to him, И когда он дает такой дар служения себе, along with that comes everything else, вместе с этим даром прилагается все остальное. including him. В том числе и он сам прилагается тоже к этому. Including him, he gives himself. Он дает же себя самого. And that's a verse in the Bhagavatam that explains that. Это стих Бхагаватам, который объясняет. Speaking to Yudhishthira Maharaj. Стих, который произносит Юдхиштира Махарадж. And Нарада Муни объясняет это Юдхиштира Махарадж. He says to Yudhishthira Maharaj, I can see you're very fortunate. Он говорит Юдхиштире, Юдхиштира, я вижу, что ты очень удачлив. Because not only is Krishna your guru, he's your God, he's the head of your family. Потому что Кришна не только твой гуру, твой бог и глава твоего семейства. He's become your messenger. Но он также стал твоим посланником. He's become your servant. Он стал твоим слугой. You're very Ты fortunate. очень удачлив. That means Krishna's given you devotional service. Это означает, что Господь Кришна даровал тебе преданное служение себе. Krishna gives liberation to somebody very easily, Кришна дает освобождение с легкостью. but he doesn't give devotional service so easily. Но преданное служение он с такой легкостью не дает. Because when he gives devotional service, he gives himself too. Потому что когда он дает кому-то преданное служение, он должен также себя дать в придачу. That's the gift. I mean, to get devotional service means you get everything. То есть, другими словами, когда мы получаем преданное служение, мы получаем все. You get Krishna. Вы получаете Кришну. Krishna wants to give himself to everyone. Кришна хочет дать себя всем. That's he doesn't like being, the God. Ему не нравится быть Богом. Because most people think God, he's the person that when you want something, you ask him for it. Потому что люди подходят к Богу как поставщику всех своих потребностей. Если нам нужно что-то, мы обращаемся к Нему. So that most people have this conception of God is when you want something, a pious person will go to God for it. И потому что у людей есть такое представление о Боге, что Бог нужен для того, чтобы обращаться к Нему с просьбами. По крайней мере, благочестивые люди так делают. It's just like I often use the example like a wealthy person. Я привожу часто пример богача. A wealthy person never knows who his friends are. Потому что богач не знает, никогда не знает, кто его друзья. Because many times people just they become friends but he's thinking, well, is becoming my friend because I'm wealthy? Люди пытаются подружиться с богачами, и богач недоумевает. Эти люди дружат со мной и пытаются подружиться, потому что я богатый. But does he want something from me? Что-то он от меня хочет. Therefore, sometimes they try to make friends with other wealthy people, so they think, well, at least they're not coming after my will. И поэтому часто такие богатые люди пытаются подружиться с другими богачами, потому что, по крайней мере, те богачи в их богатстве не заинтересованы. But Krishna's the most wealthy. Но Кришна самый богатый. He's got his Sadaishvaya Purna. He's got all opulences in full. Он же Шадайшвари Пурна, он имеет все достояния в полной мере. He's the most wealthy. He's the most beautiful. He's the most intelligent. He's the most strong. Он самый Most famous, most renounced. самый богатый, самый сильный, самый красивый, самый славный, самый отреченный, самый мудрый. So because he's Sadaishvaya Purna, he's got all opulences in full. There's nobody who's equal to him. Поскольку он Шадайшвари Пурна, он имеет все эти достояния в полной мере, нет никого, кто мог бы сравниться с ним в чем-либо. And then everybody goes to him. Well, he's got everything, so he should share his opulences. И люди так к нему относятся, думаю, ну раз у него уже все в полной мере, он должен мне тоже что-нибудь подкинуть. So everybody goes after him. Please give me some of this, give me some of that. Can you give me some of this? Can you take care of that? Поэтому люди к нему так и не обращаются. Подкинь мне это, подкинь мне то, помоги с этим, помоги с тем. Krishna doesn't have to, doesn't have to always take that position in relationship to the living beings. Но Кришне не приходится постоянно занимать такое положение взаимоотношения с живым существом. He wants to give himself freely. He wants to experience loving exchanges with those who accept him for who he is. То есть он не обязан занимать такое положение, он хочет иметь свободные взаимоотношения с теми, кто принимает его за того, кем он есть кто он есть на самом деле. He's Krishna. Он же Кришна.
And how do his devotees look at him? И как на него смотрят его преданные? He's my friend. Он мой друг, He's my son. мой сын, He's my lover. и мой возлюбленный. The devotees look at Krishna, and they don't look at him as being God. Они вовсе не смотрят на него как на Бога. Krishna loves those relationships. И Кришне очень нравятся вот такие отношения. Those relationships to him are the deepest relationships. Вот такие взаимоотношения с Кришной самые глубокие для него. He gives himself completely, so completely to the devotees who love him in that way. И он себя целиком отдает этим взаимоотношениям, тем преданным, которые любят его именно таким образом. That he gets so absorbed in giving himself to them that he even forgets he's God. Он так отдает себя, так поглощается этими взаимоотношениями и поглощается тем, что он дает себя таким преданным, что полностью забывает о том, что он Бог. He becomes controlled by their love. И он идет на поводу любви таких преданных. Their love is so strong that it's, as Rupa Goswami explains in Bhaktivinoda Sindhu, pure devotional service is the only means to control Krishna. И Рупа Госвами объясняет Бхактивиданты Синду, что преданное служение является единственным способом управлять Кришной. Krishna likes to be controlled by his devotees. Кришне очень нравится, когда им управляют его преданные. He likes to do whatever his devotees ask him to do. И ему нравится делать то, о чем его просят его преданные. This is how he enjoys. Вот так он наслаждается. He doesn't enjoy just like being God. Ему не доставляет такого наслаждения положения Бога. That's just his relationship with the material world, Это его сторона взаимоотношений с материальным миром. which is only 1/4 of the creation. Материальным миром, который представляет всего лишь 1/4 творения. His relation with the material world is, yes, everything is coming from him. He's the source of all the material worlds. Его взаимоотношения с материальным миром так описываются, потому что все исходит из него, и он является отцом и повелителем всего, что в материальном мире. Supreme proprietor, Он высший повелитель, высший, вернее, supreme controller, повелитель, он высший владелец всего. is the origin of everything. Everything emanates from him. Он источник всего, все исходит из него. But his relationship with the material world that's not everything about Krishna. Но его взаимоотношения с материальным миром не описывают Кришну полностью. That's only his position in relationship to the material world and the living entities who are entangled in it. Это касается лишь его взаимоотношений с материальным миром и живыми существами, запутавшимися в нем. Krishna is not even so much involved in those things. He's not even so much involved in those things. То есть, по факту, Кришна даже не так уж сильно занят этими вещами. He lets all his potencies take care of the creation, maintenance, and annihilation. Он позволяет своим энергиям отвечать за создание, за поддержание и уничтожение материального мира. He's got much better things to do. У него есть гораздо более приятные вещи, которыми он хотел бы заниматься. To get involved in creating, maintaining, watching over the affairs of the material world. Чем собственноручно заниматься созданием материального мира, поддержанием материального мира и чем следить за тем, как этот материальный мир функционирует. He doesn't have to get involved in any of those things. Tasya karayam karanam chalijute. Parasya shaktiya vividhaya shuyate svabhaviki gyanabalakyacha. They all happen very naturally through his energies. Ему не приходится заниматься этим лично, потому что, как говорится в этом стихе, все эти вещи происходят сами собой в естественной последовательности благодаря его многообразным энергиям. Therefore, Krishna doesn't really have to do anything. Поэтому самому Кришне лично делать ничего не нужно. Because everything will happen very naturally. With creation, maintenance, annihilation, again and again. Bhutva, bhutva, praliyate. The universes, they come, they maintain for some time, they're destroyed, and they're created, maintained for some time, destroyed, and this whole process goes on eternally, and Krishna's not even involved. И Кришна вообще не занимается этим, не занимается творением материального мира, поддержанием, уничтожением, многочисленными циклами и творением материального мира, поддержания, уничтожения, как говорится в этом стихе, будто пролеет, и они возникают, уничтожаются снова и снова в бесчисленных циклах, а Кришна не имеет к этому никакого личного отношения. He has a much better place to focus his personal attention. У него есть гораздо более лучшие темы для своего внимания. Focuses his personal attention in the hearts of his devotees who love him. Он сосредотачивает все внимание на сердцах преданных, которые его любят. Krishna told Durvasa Muni, he says, the devotee is always in my heart. I'm always in the heart of my devotee.
Кришна говорит Дурвасе Муни, что я всегда нахожусь в сердцах моих преданных, а преданные всегда в моем сердце. Devotees only thinking about me, and I only think about him. Преданные всегда думают обо мне, а я думаю только о нем. He's got much more relishable things to do. Это гораздо более приятные вещи для него. This is how he И enjoys. так он наслаждается. He enjoys with his devotees. Он наслаждается своими преданными, со своими преданными. And how does he enjoy? И как он наслаждается со своими преданными? He enjoys sharing the same experience that he experiences. Он просто делится с ними. Как он наслаждается? Он делится с ними тем опытом, который испытывает сам. He puts all of the pleasure that he experiences into devotional service. Он вкладывает все то счастье, которое испытывает он сам, в преданное служение. And he gives that pleasure to his devotees. И дает вот это счастье своим преданным. The devotee feels so much pleasure by serving Krishna that all he can think about is serving Krishna more. И преданный испытывает такое огромное счастье от служения Кришне, что единственное, что такое преданный желает, это служить больше. Never even thinks of himself. При этом он даже не думает о самом себе. It's so satisfying, so joyful just to serve Krishna, to remember him. Потому что служить Кришне и просто помнить о нем настолько большое счастье доставляет преданному. It's so much so that when Krishna says to the devotee, "Let me give you something," Настолько, что когда Кришна говорит преданному, ну позволь мне дать тебе что-нибудь. the devotee says, "Just don't let me forget you." Ну просто не позволяй мне забывать о тебе. Well, I want to give you something. You're doing so much for me. Нет, ну ты же для меня так много делаешь, можно мне что-то для тебя сделать? Well, just let me always be in the association of your devotees who always serve you and always talk about you. Позволь мне всегда оставаться в обществе твоих преданных, которые всегда служат тебе и которые всегда говорят о тебе. But I want to give you Я something. хочу тебе дать что-нибудь. But I don't want anything. I just want service. Я не хочу ничего, я хочу просто служение. Krishna asks his devotee again and again. The devotee just wants service because it's so satisfying. Кришна спрашивает своего преданного снова и снова, преданный отказывается и говорит, что мне ничего не нужно, только служение, потому что оно полностью удовлетворяет It's меня. not like the devotee. He keeps a list of all the things. I'm going to wait till Krishna asks me what I want, and I'll have my list next time, so I'm ready for it. Не то, что у преданного есть про запас. Это такой список, как раз на такой случай, когда Кришна спросит меня, что тебе нужно, у меня будет готовый списочек, я его вытащу и скажу. I always keep my list handy just in case Krishna asks me for Я it, всегда so I don't get bewildered by the question. держу под рукой этот список в случае, если Кришна спросит меня, что тебе нужно, дорогой преданный, чтобы я не замешкался. Oh, yeah, now I remember. Here it is. Yeah, I want. Список, Кришна, спасибо, что спросил, сейчас тебе скажу. Doesn't need to keep a list. Нет, ему даже не нужно список такой держать. Because he's so satisfied. His list isn't even required because he has what he wants. He wants the opportunity to serve. Потому что этот список даже не требуется, он знает уже, что ему нужно, он хочет возможности служения. And Krishna becomes so pleased with the devotee who actually serves him with love. И Кришна так доволен, так становится доволен тем преданным, которые служат ему с любовью, That he wants to give more and more of himself. что он хочет давать больше и больше такому преданному себя самого. You want me to be your friend? Okay, I'll be your friend. Хочешь, чтобы я стал твоим другом? Я буду твоим другом. You want to jump on my back? Okay, you can jump on my back. Хочешь ко мне на спину залезть? Пожалуйста, залезай. You want to play with the lotus flowers and play catch with our lunch? And okay, we can do that too. Хочешь поиграть со мной с цветками лотоса или хочешь перебрасываться вот этой корзинкой с нашим обедом? Мы будем этим Come out to заниматься. the pasturing grounds Мы with me. можем с тобой гулять по пастбищам. And if you want to run and try to catch me and see who can come and touch me first, Хочешь поиграть со мной в догонялки, пожалуйста, будем состязаться, кто до меня дотянется первым. the cowherd boys are just frolicking in the pasturing grounds with Krishna. Эти мальчики-пастушки резвятся на пастбищах с Кришной. Unlimited. Это бесконечное And everyone thinks they're with Krishna. разнообразие игр, и каждый думает, что он с Кришной. Krishna gives us full attention. И при этом Кришна дает каждый полное, безраздельное It's внимание not that каждому из everybody's них. standing in line. Не то, что им приходится стоять в очереди. There's a very long line here. I'm going to be in line here for millions of years before I get a chance to see Krishna. Я буду стоять в очереди и ждать, когда до меня дойдет очередь, миллионы жизней, миллионы лет, вернее, прошу прощения, когда же я дождусь, в конце концов, возможности подойти к Кришне лично. No, Krishna has a relationship with everyone. Нет, у Кришны есть отношения с каждым. So there's his cowherd boyfriends, there's those who have relationships of parental affection, and those who are Krishna's lovers. У него есть взаимоотношения с его друзьями, мальчиками, пастушками, есть
взаимоотношения с теми преданными, кто играет роль его родителей, старших. Есть также отношения с возлюбленными. And Krishna is only thinking of each and every one of them. И Кришна думает только о каждом из них, Satisfying all of their desires. удовлетворяя все их желания, Fully satisfied. полностью Eternally. удовлетворяя все их желания, вечно, с незапамятных времен. No growing old. И никакой старости, No fear. никакого No страха, anxiety. никаких беспокойств. Vaikuntha. Это Вайкунтха. Beyond Vaikuntha. На самом деле за пределами Вайкунтха находится. And Krishna says, welcomes everybody. He says, I haven't forgotten you, those in the material world. I'll come again and again and again to remind you. И Кришна при этом не забывает вас, то есть нас всех в материальном мире. Он говорит, что я снова буду приходить и напоминать, сколько потребуется, буду приходить и напоминать снова и снова. He's so kind, Он очень добр, so merciful. очень милостив. All he asks is that we render some service to Единственное, him. что он просит, чтобы мы служили ему, хотя бы немного. And he's ready to give more and more of himself. И он готов со своей стороны отдавать себе все больше и больше. These are the rewards that a devotee is hankering for. Вот это вознаграждение, которого жаждет преданный. It's not the tangible physical rewards that somebody knocks on the door and says, you know, here's your check for $500,000 or something like that. Это не какой-то физически зримый дар или вознаграждение. Кто-то стучится нам в дверь, мы открываем дверь, он стоит и говорит, вот вам ваше вознаграждение за служение $500 000. Чек, пожалуйста. The rewards are what happens in the heart. Нет, вознаграждение то, что происходит в сердце. How the heart becomes soft, clean, Сердце становится pure, мягче и чище. and the desire to serve grows. И желание служить растет. Bhakti parashanubhava varaktya anyaisha chaishatik ekakala. Devotion, direct experience of Krishna, and detachment from material things. These are the rewards. Преданность, непосредственное восприятие Кришны и отрешенность от материальных объектов. Вот это дары или вознаграждения. These three things come simultaneously for a person who's engaged in serving Krishna. И эти три вознаграждения приходят одновременно к тому, что служит Кришне. Just as pleasure, nourishment, and relief from hunger come simultaneously and increasingly with each bite for a person who's eating. Точно так же, как удовольствие, как питание или прилив сил и утоление голода приходит одновременно к человеку, который ест с каждым куском съеденной пищи. With each bite. С каждым куском съеденной пищи. Taste good. Это очень вкусно. Right? I'm getting stronger. Я становлюсь крепче. And my hunger is going away. И я наедаюсь. Голод утоляется. With each bite. С каждым куском съеденной пищи. So, and this, just as one experiences the eating process with each bite, how pleasure, nourishment, and hunger goes away. The same way, the rewards of service to Krishna is that devotion increases. Точно так же, как с каждым куском съеденной пищи мы испытываем одновременно радость или удовольствие от еды, также питание и прилив сил и утоление голода. Точно так же, когда мы занимаемся служением Кришны, наша преданность ему увеличивается. One gets direct experience of Krishna in his life. И также человек получает непосредственный опыт Кришны в своей жизни. And he becomes detached from material things. Становится отреченным от материальных объектов. Doesn't mean he becomes irresponsible. При этом это не означает, что он становится безответственным. As long as one is in the material world, he has his duties he has to fulfill. Потому что пока человек живет в материальном мире, у него есть обязанности, которые он обязан выполнять. But he knows how to live in this world and work in this world in the spirit of detachment. Однако он знает, как жить в этом мире, действовать в этом мире в духе отречения. Anashrita kamapula, what is that? Sa sannyasi cha yogicha na naragnya na chakriya. One who works as he is obligated, but is not attached to the results of his work. He is a true sannyasi, isn't it? Человек, какой-то в этом стихе Бхагавад-Гиты, человек, который действует, исходя из своих обязанностей в этом материальном мире, при этом он не привязан к результатам своей деятельности. Вот такой человек по-настоящему называется санньяси. Not he who lights no fire and performs no work. А не тот, который не зажигает огня и не исполняет долга. Renunciation means to work as one is supposed to work, but Поэтому it's not attached. отречение означает, что нужно действовать как человек, как предполагается обязанности, которые возложены на нас. При этом он не привязан. His real attachment is Krishna.
к результатам, и по его истинной привязанности к Кришне. Therefore, he can work in this world, but not be entangled in this world. Поэтому такой человек может действовать в материальном мире, но при этом не запутываться. Krishna says, work performed as a sacrifice to the Supreme Lord has to be performed. Как Кришна говорит в этом стихе, необходимо выполнять деятельность как жертвоприношение Господу. Otherwise, the work will bind one to the material world. В противном случае такая деятельность запутает человека в материальном мире. Therefore, perform your duties for his satisfaction. Поэтому выполняй свои обязанности ради его удовлетворения. That way you will remain unattached and free, karma bandhana, free from bondage. Так ты станешь непривязанным и свободным от пут кармы. This is how to become free from bondage to the material world. Вот так можно избавиться от пут в материальном мире. It doesn't mean that one renounces and gives everything up. Это не означает, что человек отказывается от всех обязанностей. He sees everything in relationship with Krishna. Нет, такой человек видит все связанным с Кришной. This is his visions. This is spiritual vision. Это его духовное видение. There's a nice quote here. I'll read it to you. И замечательная цитата в этой языке. It's not the one I was going to read from tonight. И это не та цитата, которую я собирался прочитать сегодня. But it's on this particular point. Но это цитата, касающаяся того момента, который мы обсуждаем. It's a nice point of how to see everything in relationship with Krishna. Цитата, описывающая, как видеть все связанным с Кришной. So, we should see this material world and everything in it as full of ingredients for the Lord's service. Мы должны видеть весь материальный мир и все, что находится в нем, как полные возможности и компоненты для служения Кришне. Everything in this world is meant for Krishna's service. Все в этом мире предназначено для служения Кришне. The day when we can look at the world like this, И в тот день, когда мы сможем посмотреть на мир такими глазами, and become liberated from the material conception, и избавиться от материального представления о нем, we will be able to see the material world as the spiritual world, Goloka. мы сможем увидеть материальный мир как духовный мир, Галоку. We should treat all women as Krishna's beloveds. Мы должны относиться ко всем женщинам как возлюбленным Кришны. They are to be enjoyed by him. Они должны предназначены для его наслаждения. Do not look at them with an enjoying spirit. Не смотрите на них в настроении наслаждающегося. They are meant to be enjoyed by Krishna, Они предназначены для наслаждения Кришны, never by the living entities. а не какого-либо живого существа, никогда. Treat your father and mother as Krishna's father and mother. Относитесь к своему отцу и матери, как к отцу и матери Кришны. Instead of considering your children your servants, И вместо того, чтобы считать детей своими слугами, treat them as friends of child Krishna. относитесь к ним как к друзьям Кришны, Then you will not see the material world. друзьям ребенка Кришны. Тогда вы не увидите, больше не будете видеть материального мира. You'll see Goloka everywhere. Вы будете видеть Галоку повсюду. This is spiritual vision. Это духовное видение. This is how we should see. We have to learn how to cultivate the consciousness of how to see this world. Мы должны видеть этот материальный мир таким образом и взращивать в себе такое видение. The enjoying spirit is so strong. Этот дух наслаждения так силен в нас. We forget. Мы забываем, Forget that actually Krishna's meant is the enjoyer. что мы забываем о том, что Кришна наслаждающийся. He's meant to be. Everything's meant to be for his pleasure. Он должен быть наслаждающимся, и все должно быть предназначено для его наслаждения. Jiva Goswami says, "Bhajaniya paramasuka matrasukatvam." To the degree that we give Krishna pleasure, to that degree, we get pleasure. Шрила Джива Госвами говорит в этой цитате, что настолько, насколько мы доставляем счастье Кришне, настолько мы можем быть счастливы сами. That's spiritual pleasure. Это духовное счастье. That spiritual pleasure surpasses the temporary pleasures of gratifying my mind, my senses. Это духовное счастье превосходит то счастье, которое я могу испытывать, пытаясь удовлетворять свой ум и чувства. Those pleasures have a beginning and an end. У этих видов счастья имеется и начало, и конец. And they're insatiable. И невозможно удовлетворить такие запросы. They can't be satisfied. Невозможно утолить их. The only thing they do is produce more suffering. Единственное, что к чему приводит такого рода наслаждение, это к большим страданиям. We don't make the connection. Мы не проводим эту связь. Right? Lord Rishabdev told his son, Nunam pramatak kurute vikarma. He says,
people don't make connections between their pleasure now and the suffering that they get in the В этом future. стихе Бхагаватам Господь Ришабхадева говорит, что люди просто не проводят связь между своими наслаждениями сейчас и страданиями в будущем. He said that brahmatak, they become mad Потому что by они the desire праматхи, to enjoy. они сошли с ума из-за своего желания наслаждаться. And therefore they can't make the connection between their sufferings and their previous attempts to enjoy. И они не могут проводить эту связь между своими нынешними страданиями и прошлыми попытками наслаждаться. It's the very nature of this world, though. Но так или иначе, это природа всего материального мира. There's only one result one can get from sense gratification. Только один результат ждет нас от чувственного наслаждения. There'll be temporary pleasure, Будет какое-то временное наслаждение, but it will have to end in misery. но закончится оно неотвратимо будет страданиями. It's the law of the universe. Это закон материальной Now вселенной. you can complain to Krishna about that. Вы, конечно, можете пожаловаться Кришне. Why did you do that? Кришна, почему ты так Why did you поступил? make such laws? Почему ты создал такие законы? Krishna says, from the highest planet to the lowest planet, all the places of misery where repeated birth and death takes place. Кришна говорит, что начиная с высшей планеты Вселенной, кончая низшими планетами Вселенной, все эти Вселенные являются лишь долей страданий, где нескончаемо чередуются рождение и смерть. Mamu pecha punajama dukalayama shashvatam. Krishna says that he's created this material world as temporary and filled with miseries. Кришна говорит, что создал материальный мир временным и полным страданий. Krishna, why did you do that? Кришна, почему ты так сделал? We may think that was not fair. Это же несправедливо, мы можем думать. Why did he do that? Почему ты так поступил? I just read something also very nice Я today. прочитал I was reading a lot сегодня. of these quotes today. They're stuck in my Сегодня mind. я читал эти цитаты, перечитывал их, они у меня очень глубоко отпечатались в памяти. And Srila Bhaktisiddhanta was speaking about this first. Шрила Бхактивиданта говорит об этом следующим образом. He says, he's answering the question, is material distress an example of the Lord's mercy? Он отвечает на вопрос, является ли материальное страдание примером милости Кришны, Господа. And he says, the Supreme Lord is full of mercy. Он отвечает на вопрос так, он говорит, что Верховный Господь полон милости. Whatever he does is beneficial for the living И entity. что бы он ни делал, несет благо живому существу. It is all for the best. Все предназначено для блага, для самого лучшего. People should live happily wherever they are situated by the merciful Lord. И где бы ни оказывались люди по милостивого Господа, они должны быть счастливы. And gladly accept his reward and punishment. И должны радостно принимать и вознаграждение Господа, и наказание от Него. All the Lord's rewards and punishments are awarded for the living entity's benefit. И наказание Господа и вознаграждение от Него предназначены для блага живого существа. We love the rewards awarded by Maya Нам нравится вознаграждение от Майи, and hate the punishments because they cause pain. и мы также ненавидим наказания, которые она нам причиняет, потому что они приносят нам боль. But Maya's punishments are awarded to make us eligible for the Lord's mercy. Однако наказание, которое дает нам Майя, предназначено для того, чтобы делать нас достойными милости Кришны, Господа. That is why the devotees gladly accept Maya's punishments with a smile. Поэтому преданные радостно принимают наказание от Майи с улыбкой на лице. They understand that all suffering is the Lord's mercy. Они понимают, что все страдания являются милостью Господа. Those who cannot understand that mundane calamities are the Lord's mercy end up disappointed. И те, кто не понимает, что эти мирские беспокойства являются милостью Кришны, милостью Господа, они сталкиваются с разочарованием. Even as they seek material happiness and prosperity again and again. Даже если прилагают усилия, постоянные усилия к тому, чтобы обрести материальное счастье и процветание. There's one other quote. Еще одна цитата. Everything about the Lord is merciful. Все, что связано с Господом, наполнено милостью. There is no inauspiciousness in the Lord's arrangements. Нет ничего в том, что устраивает нас Господь, неблагоприятного. Whatever He does is for the good of all living Все, entities. что делает Господь, предназначено для блага живых существ. Those conditioned souls who consider interference to their sense gratification inauspicious И те живые, обусловленные живые существа, которые думают, что вмешательство в их чувственное наслаждение неблагоприятно, or as an example of the Lord's cruelty, или является доказательством жестокости Господа по отношению к ним,
understand only one move of the chess game. Они понимают игру шахматы лишь на один шаг вперед. They do not know what will happen 4 or 5 moves later. Они не знают, что ждет их через 4 или 5 шагов. Ходов, то есть. When the mercy of Sri Chaitanya Deva and his devotees, the mercy of Sri Chaitanya Deva and his devotees is causeless. When? No, the mercy of Sri Chaitanya Deva and his devotees is causeless. И милость Шри Чайтанья Дева и его преданные беспричинна. And yields no negative results. И не приводит к никаким негативным последствиям. When a doctor prescribes a bitter medicine, the patient thinks him cruel. Когда доктор прописывает пациенту горькое лекарство, пациент считает, что доктор очень жесток. When he becomes cured by taking that medicine, though, Но когда он исцеляется благодаря приему этого лекарства, he understands how merciful the doctor really was. понимает, насколько милостив к нему был на самом деле доктор. There are many more quotes like this, Есть много таких цитат. but he's explaining. Он объясняет. Tate nukam pamshusha mikshamano bhujana yavatma kritam vikpakam. How a devotee accepts whatever suffering that comes to him is due to my past activities. Но он объясняет, что преданный, в соответствии с стихом из Шримад Бхагаватам, считает все неблагоприятные события, все страдания, которые приходят к нему, результатом его собственных поступков в прошлом. I forgot Krishna. I turned away from him. Я забыл Кришну, отвернулся от него. I deserve to suffer much more than I'm И suffering. заслуживаю страдать гораздо хуже, чем то, что я сейчас испытываю. I just accept it. Whatever Krishna sends me is His mercy. И я принимаю все то, что Кришна посылает мне, как его милость. I'll just go on trying to remember Him. Я буду продолжать пытаться помнить о нем. I'll go on trying to serve Him and chant His names. Буду продолжать пытаться служить ему и повторять его святые имена. And then, as Lord Brahma describes in his prayers, that Mukti Padesa Dayabak. Как Господь Брахма объясняет, Мукти Падеса Дайабак. Then Mukti Pade, because his liberation, his into pure devotional service becomes his rightful claim. И он объясняет, что его освобождение, ведущее к чистому преданному служению, становится законным правом такого преданного. Actually, Dayabak means one's inheritance. Дайабак означает наследник. It's your rightful claim. То есть это наследство является законным правом такого Just like наследника. if you have some inheritance coming to you. Например, вы законный наследник чего-то. And then the only qualification to getting it is that you just have to live. Единственное, что It will come. с вашей стороны требуется, чтобы вы получили наследство, просто продолжать жить. И оно к вам придет само. So in the same way, in his prayers he's saying, Mukti Padesa Dayabak, this is your rightful И inheritance. точно так здесь говорится, Мукти Падеса Дайабак, это твое законное наследство. Just go on living. Просто продолжай жить, оставайся в живых. But what is real living? What is life for a Но devotee? что означает оставаться живых для преданного? Real living is service. That's life. Это означает служение. Вот это и есть жизнь. It's devotional service to Krishna. That is life. Это и есть жизнь. Everything else ends. It's temporary. Все остальное временно, всему приходит конец. But devotional service is life. Но преданное служение – это жизнь. It's eternal. Вечное. Once having achieved it, one never loses it. И когда человек обретает преданное служение, никогда больше его не теряет. That is life. Это жизнь. And a body that has no devotional service is no better than a bellows in a blacksmith shop. И тело, которое лишено преданного служения, ничем не лучше мехов в кузнице. A bellows breathes. Эти меха тоже дышат. Мехи. No life. Но в них нет жизни. There's no life. В них нет жизни. But devotional service is our life. Но преданное служение – это наша жизнь. If we go on rendering devotional service, then this becomes our rightful claim. Если продолжаем служить, оказывать преданное служение, это становится нашим достойным, законным правом. When one leaves this body, he just goes on serving. И когда человек оставляет свое тело, он продолжает служить. All the obstacles of the material world are completely taken away. И все препятствия, которые чинил его материальный мир, они все сметаются с его пути. Davi yesha guna mai mama maya durati. Krishna says, if you surrender unto me, 3 modes of material nature is very difficult to overcome, but if you surrender unto me, I'll make it very easy for you to cross. Господь Кришна говорит в этом стихе Бхагавад-Гиты, что если эти 3 гуна материальной природы очень сложно преодолеть, но если ты предаешься мне, то я помогаю тебе легко пересечь эти Krishna wants to serve his devotees who are always endeavoring to please him. в материальном мире. Кришна хочет служить своему преданному, который всегда хочет радовать Кришну. How does he serve them?
Как он помогает, как он служит своим He преданным? removes the obstacles on their path so they can come to him. Устраняет с их пути все препятствия, чтобы они могли легко прийти к нему. He takes them away. Он устраняет, забирает все He removes препятствия. the external obstacles, he removes the obstacles from within the heart too. И внешние препятствия, и внутренние, в сердце. By cleaning the heart and removing all the unwanted things, the anarthas from within the Он heart. очищает наше сердце, устраняя из нашего сердца все анарты и все нежелательные вещи в нем. Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita. By rendering devotional service to the Supreme Lord, one automatically acquires knowledge of the Lord and detachment from this world. В этом стихе там говорится, что оказывая преданное служение Господу, человек одновременно, естественно, образом развивает в себе знание о Господе и отречении. A devotee does not have to make any extraneous endeavor. И преданному не нужно прилагать никаких дополнительных усилий. This is the gift of the opportunity that each and every one of us is being given, having come in contact with Lord Chaitanya's Sankirtan movement. Никаких чрезмерных усилий. Это тот дар, это возможность, которую получил каждый из нас без исключения, соприкоснувшись с движением Санкиртана Господа Чайтаньи. We should always realize the great value of this gift. И мы должны всегда осознавать великую ценность этого дара. We should be very, very careful to not minimize its value. И всегда должны быть осмотрительны, не позволять себе принижать ценность этого Be very дара. careful to make sure we don't lose the progress that is our right to obtain by continuing to engage in devotional И мы service. должны всегда остерегаться терять или утрачивать тот прогресс на этом пути, который является нашим законным правом в преданном служении. The seed is there, Уже семя посажено, but we have to go on watering it. но мы должны продолжать орошать это семя. Watering the seed of bhakti that is planted in the heart by the watering process of hearing and chanting about bhakti. Орошать это семя преданности, высаженное в нашем сердце, продолжая слушать и воспевать о чем? О бхакти. Not about karma, jnana, bhukti, mukti. Не о карме, не о гьяне, не о бхукти и не о мукти. Not about fruitive activities of the world. Не о какой-то деятельности ради плодов в этом мире. Not how to become happy in the material world. Не о том, как стать счастливым в материальном мире. These things don't clean the heart. Эти вещи сердце не очищают. These things take us away from bhakti. Эти вещи отстраняют нас, удаляют нас от бхакти. The way bhakti grows, it needs to be watered. Бхакти, чтобы она росла, нужно орошать. And the watering process is by hearing the glories of pure devotional И service. орошение, процесс орошения заключается в слушании о славе чистого преданного служения. That's what waters the seed so it can grow and flourish. Вот это орошает семя, чтобы оно могло расти и развиваться дальше. That's what increases the desire to serve without any material Это motivation. то, что увеличивает наше желание служить без каких-то материальных мотивов. This is the movement that Sri Chaitanya Mahaprabhu came Вот это to give. то движение, дать, которое пришел Шри Чайтанья He Махапрабху. came to bestow bhakti, pure love upon Он everyone. пришел, чтобы дать бхакти, чистую любовь всем. And we should learn how to hanker for it by hearing the glories of bhakti. И мы должны учиться жаждать этого дара, слушая бхакти. We should not speak about any other subject matter when speaking from Srimad Bhagavatam. И мы, когда мы обсуждаем Bhagavad-Gita. Шримад Бхагаватам, Бхагавад-Гиту, мы должны обсуждать никакие другие темы. Only bhakti is glorified. Только бхакти прославляется в них. And the more we hear and glorify it, then that is our surrender. Чем больше мы слушаем, тем больше мы прославляем процесс бхакти, тем больше мы по-настоящему занимаемся процессом предания себе. В этом наше предание. Krishna becomes pleased by that surrender. И Господь Кришна становится довольным этим преданием. Oh, he's very eager to hear about how to serve me purely. О, этот преданный очень хочет услышать о том, как служить мне чисто. Let me help him. Я ему помогу. He's eager to hear. He doesn't stop hearing about these Он things. очень хочет слушать обо мне, горит желание, он не прекращает слушать обо мне. Let me help him and remove the obstacles in his path of Надо ему devotional service. помочь и устранить все препятствия на его пути. That's how Krishna acts from within. Вот так Кришна действует изнутри. He wants to help. И он хочет помочь. He's ready to serve Он готов and help служить, us come to чтобы him. помочь прийти к себе. All we have to do is give our hearts to hearing the glories of his pure devotional service. Единственное, что от нас требуется, дать свое сердце процессу слушания о славе чистого преданного служения. Remind ourselves constantly that our constitutional nature is that we are eternal servants of Krishna. И постоянно напоминать себе самим о том, что наше изначальное положение и природа — это быть вечным слугой Кришны. It may sound like a very simple concept. Кажется, очень простая вещь. We hear it all the Мы time. и слышим об этом постоянно. But look how easy it is to forget. Но посмотрите, как легко это забыть. It's so easy to forget. Очень легко забыть. It's the nature of the material world. Природа материального It's мира. a place of forgetfulness. Место забвения.
Therefore, we have to fight against that nature to make us forget. Поэтому мы должны сражаться с этой забывчивой природой. By our determination to remember. Сражаться с ней своей решимостью помнить. That type of determination will help us cross over the ocean of material existence. И вот эта решимость поможет нам пересечь океан материального существования. And to find complete shelter at the lotus feet of the Lord. И найти полное прибежище в лотосных стопах Господа. All it takes. Вот и все, больше ничего не требуется. Just every day we should give our ears, our tongues, и каждый день мы должны посвящать свои уши, свои языки, свои умы. We should not forget what Lord Chaitanya and Srila Prabhupada have come to give us. Мы не должны забывать о том, что пришли дать нам Шри Чайтанья Махапрабху и Шрила Прабхупада. And every day when we pick up our japa beads, и когда мы каждый день берем в руки джапу, we should be praying to Krishna. Мы должны молиться Кришне. Please give me service. Пожалуйста, дай мне служение. Please let me serve you. Пожалуйста, позволь мне служить тебе. Don't let me become entangled by the illusory masters of this material. Пожалуйста, позволь мне не запутываться в служении иллюзорным господам этого материального мира. Krishna knows. Кришна знает. He already knows what we want. Он уже знает, что мы хотим. But we have to try to convince him. Но мы должны попытаться убедить его в том, что мы именно этого хотим по-настоящему. This is why we chant Hare Krishna. Поэтому повторяем Харе Кришна. This is why we gather to hear Bhagavad-Gita, Поэтому Srimad мы собираемся вместе, чтобы слушать Бхагавад-Гиту, Шримад Бхагавата. If we simply go on doing this, если мы будем продолжать так делать, one life. Одна жизнь. That's all. One life. Одна жизнь. Just give one life. Всего лишь. Дайте одну жизнь этому. I just read that also, something about that today. Я об этом прочитал сегодня. Hopefully, maybe I can find it. Надеюсь, я могу это легко найти быстро. It's a very, very nice quote about. Anyways, the quote was is that Srila Bhaktisiddhanta is saying that the materialistic person is ready to give thousands and thousands of births with determination to get the fulfillment of his material desires. Шрила Бхактивиданты Свами такой говорит, что материалистический человек готов отдать тысячи и тысячи рождений ради удовлетворения своих материальных желаний. If their souls are determined to give thousands and thousands of births for the fulfillment of the material desires, then why can't the devotee at least give one life for service to Krishna? Если материалист готов посвятить тысячи и тысячи своих рождений ради удовлетворения своих материальных желаний, почему преданным не пожертвовать хотя бы одной жизни? One life, that's all. Одну жизнь, всего. I'll find the quote. Я найду вам цитату, завтра вам это очень хорошая цитата. Okay. Any questions? Есть ли вопросы? I'll read this tomorrow. Завтра прочитаю то, что хотел сегодня прочитать. А еще микрофон есть для тех, кто вопросы задает? Okay. Может быть. Микрофон не работает? Сейчас работает. О. Go ahead, man. Я могу? Да. Я что? Гуру Махарадж, скажите, почему мы теряем вкус к воспеванию киртана, джапы, и как это можно исправить? Why do we lose our taste for chanting kirtan and japa, and how can we rectify it? We lose our taste because of offenses. Мы теряем вкус из-за оскорблений. And there are many offenses that one can commit. И есть много оскорблений, которые человек совершает. But basically it is due to offense, maintaining material attachments even after hearing so many instructions on this matter. Но обычно это оскорбление заключается в том, что мы сохраняем материальные привязанности, несмотря на то, что получили множество наставлений на эту тему. Bhaktivinoda Thakur also describes inattentiveness as another Бхактивиданта offense. Тхакур также говорит о том, что еще одно оскорбление – это невнимательность. Due to inattentiveness and maintaining our material desires, and gradually we lose our taste. Из-за оскорбления, из-за того, что мы сохраняем материальные желания, мы постепенно теряем вкус, прошу прощения. But we should also try to understand that because we need to be purified, we shouldn't be conditioned by the taste. Но также мы должны понимать, что поскольку нам нужно очиститься, мы не должны обуславливаться вкусом. Where would there be a question of purification if it was always a wonderful taste?
Если where would the surrender be? всегда мы испытывали удивительный вкус, то вообще бы тогда не стало вопроса о предании и очищении. Do we have to surrender to bliss? To bliss? Do we have to surrender to bliss? Неужели мы должны предаваться блаженству? There's no surrender. Нет, только в этом предании блаженства нет ничего, никакого предания. So if there's always taste and the heart is still impure, если бы всегда был только вкус, а сердце бы оставалось нечистым, then where's the surrender? то где место предания? Surrender is when there's no taste. Предание это когда нет вкуса. But I will go on chanting, Я буду продолжать повторять, even though there's no taste. хотя нет вкуса. Right? I will go on serving, Я буду even though there's продолжать no taste. служить, даже хотя вкуса нет. I will not give up devotional service under any circumstances. Я не перестану заниматься преданным служением ни при каких That's обстоятельствах. the test. Вот это тест. But we should understand that because we still have some attachments, that's why we lose our taste. Но мы должны понимать, что поскольку у нас по-прежнему есть некоторые привязанности, мы утрачиваем свой вкус из-за них. In the beginning, Krishna gives us taste because he's overlooking our offenses. Вначале Кришна дает нам вкус, потому что он закрывает глаза на наши оскорбления. But that we shouldn't stay in ignorance. Но мы не должны оставаться в невежестве. We should know what the offenses are. Мы должны знать, в чем заключается оскорбление. And we should, after being around for some time, we should know what they are and we should know what to do to avoid them. И уж чему-то научившись в преданном служении, какое-то время проведя в нем, мы должны знать, в чем заключается оскорбление и как избегать их. So Krishna doesn't overlook it so easily as he did in the beginning. Потому что Кришна уже не так легко закрывает глаза на наши оскорбления после некоторых опытов преданного служения, как в начале. Мы уже какое-то время здесь провели. He says, you've been around for a while, you should know better than that by now. И Кришна говорит, ну ты же уже здесь давно, ты уже должен научиться чему-то. Why are you doing this again and Зачем ты again снова and это again? делаешь снова и снова и снова? You Почему? can't keep on doing this again and again and Нет, again. тебе это больше с рук не будет сходить так легко. I overlooked it in the beginning, but now Вначале я закрывал на это глаза, а it's теперь time to grow up. уже пора расти, вырастать, You've got to take some взрослеть. more responsibility. Необходимо брать на себя больше ответственности. And if you don't take that responsibility, then you'll find that you lose the taste. Если ты не берешь на себя эту ответственность теперь, то обнаружишь, что вкус уходит. You become familiar with it. Мы начинаем проявлять фамильярность по отношению к этому. Or inattentiveness is basically what I'm saying. Другими словами, я говорю сейчас о невнимательности. But Vishwanath Chakravarti Thakur explains in his Madhurya Kadambini, И Вишванат Чакраварти Такур объясняет в Мадхурья Кадамбини, he says sometimes the Lord, in dealing with his devotees, he may take away the mercy, his mercy in the form of his holy name. иногда он объясняет, что Господь, когда он общается со своими преданными, может лишать их своей милости в форме святого имени. Because of the offenses that are committed. Из-за тех оскорблений, которые они совершили. Of course, the holy name is always merciful. Разумеется, святое имя всегда милостиво. It's the most merciful manifestation of the Это Lord. самое милостивое проявление Господа. But if the devotee goes on chanting the holy names of the Но если Lord, преданный продолжает повторять святые имена Господа, then gradually he can eradicate himself from these offenses. он может избавить себя от оскорблений постепенно. He gives the example nonetheless. Но Шрила Вишванат Чакраварти такой приводит пример. He gives the example of a person who when he has a high fever, he can't eat. Он приводит пример человека, у которого очень высокий жар. Из-за жара он лишается аппетита, не может ничего есть. That's a symptom of a high fever. Это признак высокой температуры. You can't, if somebody brings you, a huge feast with halava, sweet rice, and guranga potatoes, Кто-то приносит вам огромные пиры, там и халава, и сладкий рис, и картошка гуранга. and you have a high fever. Но у вас жар. You look at it, Вы смотрите на этот пир. yeah, Не испытываете никакого no inspiration whatsoever. вдохновения есть его. Somebody else who's not sick, he looks at that plate of guranga potatoes, halava, and sweet rice. He's so eager to take it because he sees that you're not going to be able to eat it. Кто-то рядом стоит, который не болеет, и видит на эту тарелку и говорит, ну здорово, хорошо, что он заболел, потому что все мне достанется, я съем это с большим удовольствием, It's because he's healthy, потому что он здоров. but you're sick, you have a high fever, Боль у тебя, жар, no taste. и нет никакого вкуса. So he says it's the same thing also sometimes when a person commits offenses. И точно так же бывает, говорит Вишванат Чакраварти Такур, когда преданный совершает оскорбление, Even though the holy name is there, хотя святое имя по-прежнему здесь, even though доступно. Srimad Bhagavatam is being spoken, Шримад Бхагаватам рассказывает, также обсуждает, no taste. но вкуса никакого нет. Can't absorb his mind in it, Он не может занять свою ум этим. no taste. Нет никакого вкуса. He's lost his taste Он потерял свой because вкус, he's sick. потому что болен.
So what does a person who has a high fever do if he can't eat? Но что же делать человеку, который заболел и не может есть? Over time, the fever will gradually come down. Постепенно, с течением времени, жар спадет. He suffers from the high fever. Он страдает от жара, вернее. Just like the person who's lost his taste, he suffers. Так же, как человек, который утратил вкус, страдает из-за этого. Suffers terribly. Страшно страдает. Because he tries to find taste in the temporary pleasures of the material world. Потому что он пытается восполнить этот вкус за счет материальных наслаждений временного мира. He knows that it's nothing compared to the taste he Но had ты before. знаешь, что эти все наслаждения из материального мира не идут никакое сравнение с тем вкусом, который он испытывал раньше. And not only that, but he knows he's going to suffer more because he's trying to enjoy the material world. И что хуже, он даже знает, что будет страдать еще больше из-за того, что пытается наслаждаться материальным миром. So he suffers. Он страдает. So just like a person who has a high fever suffers for some time. Так же, как человек, у которого высокий жар, страдает из-за этого иногда. But then when fever starts to come down, Но когда жар спадает, then he has to start eating something. он должен начать что-то есть. But he can't eat feast yet. Но и пир еще есть он не He может, still has fever. потому что жар еще полностью не Garanga спал. potatoes and ice cream won't go. И картошка гауранга и Мороженое. мороженое не подойдут ему Won't в work. качестве еды. He has to take sick man's food. Ему нужно сесть на диету для больных. And he has to take sick man's food and he has to take medicine. Он должен принимать лекарства, должен сидеть на этой строгой диете для больных. And by taking his sick man's food and some medicine, gradually his fever will continue to come down. И постепенно, благодаря тому, что он сидит на этой строгой диете для больных и принимает лекарства, и жар будет продолжать спадать. And when the fever is gone, then he can feast again. И когда жар полностью спадает, тогда он может попировать. So the same thing, we have to take sick man's food. Точно так же мы должны принимать такую диету для больных. We may not be able to feast on kirtaniya sadahari. У нас может не быть способности пировать на этом киртане садахари. We may not be able to feast on it. We're still sick. Мы We're still по-прежнему больны и страдаем. Мы не можем пировать на киртане садахари. But we should take our japa beads and we should chant. Но тем не менее мы должны брать в руки джапу и повторять. It's our medicine. Это наше лекарство. We have to take the sick man's food in small doses Мы должны принимать эту диету для больных маленькими порциями and take the medicine. и принимать лекарства. And then when the fever keeps on coming down, И по мере того, как жар продолжает спадать, and when it's gone, когда он полностью спал, then we can feast again. тогда мы сможем попировать снова. And the mercy of the holy name is restored. И тогда милость Святого имени Господа будет восстановлена по отношению к нам. So holy name is very, very merciful. Святое имя очень, очень милостиво. So, but we should not become conditioned by bliss. Но мы не должны обуславливаться блаженством. We should understand we need to become purified. Мы должны понять, что должны очиститься. Never give up chanting. И никогда не переставайте повторять Святое имя. This is the instruction of all the acharyas. Это наставление всех ачарьев. Haridas Thakur says you can cut my bodies into thousands of pieces. Хридас Тхакур говорит, что вы можете рассечь мое тело на 1000 кусочков. I will never give up Я chanting. никогда не перестану повторять Святое имя. We should have this У determination. нас должна быть такая же решимость. Thank you very much. Kura? Есть микрофон, можно передать Курируету? Уже передали. Спасибо большое, Гуру, хорошая лекция. Мне показалось, может быть, я неправильно понял, что вы хотите вдохновить преданных, возобновить утренние программы и обсуждение Бхагавата в этом храме. В этом храме. He thinks that, so I'm trying to inspire the devotees to have a morning program Shrine Bhagavatam in this temple. Is that what he's saying? Yes. he thought this way. It appears from what you said that your desire is to inspire devotees to resume Srimad Bhagavatam. Oh, I didn't know you weren't. А я не знал, что вы не проводите. I didn't come here with an agenda. У меня не было какой-то повестки дня сюда озвучить. But if the shoe fits, wear it. Но если, как говорится пословица, если обувь подходит, носите. Why not? Почему бы нет? Никто не сказал мне, я не знал.
Nobody told me, I didn't know. Потому что преданные, которые смотрят на английском языке, они должны знать, что вы хорошо сказали. Это вещает? Нет, сейчас не вещает, записывается. Еще один вопрос. Окей, go ahead. Дайте включу. Не включили. Так, оп, справились. Ари Кришна Махарадж. Скажите, пожалуйста, наши вечные духовные взаимоотношения, они только с Кришной или еще с его преданными? Our eternal relationships only with Krishna or also with his devotees. Что важнее? What is more important? Какие взаимоотношения? What is more important? There's a nice analogy. Есть прекрасная аналогия. I like to use it. Мне нравится использовать аналогию. If one is looking at a huge mountain in the distance, Если человек смотрит на огромную гору на горизонте, for instance, if maybe you're in Nepal and you see Mount Everest, например, если вы в Непале смотрите на гору Эверест, of course that's not the place to be right now. ну, конечно, не стоит в этом месте быть сейчас там. But example, Это пример. if you look at Mount Everest off at a distance, you think it's just Mount Everest. Если вы смотрите на гору Эверест на расстоянии, на большом расстоянии, то видите просто гору Эверест. But when you get closer and closer to Mount Everest, you'll see there are many subordinate mountains also there. Но по мере приближения к этой горе Эверест вы видите, что она окружена такими небольшими горами, которые занимают более низшее положение. And you'll see there's many other things surrounding Mount Everest than just Mount Everest. Вы увидите очень много также деталей в окружении этой горы, кроме самой горы. But when you're far away, you only see Mount Everest. Если вы вдалеке от горы, то видите только гору. So in the same way, sometimes we maybe think there's only Krishna. Точно так же мы можем думать иногда, это только Кришна. But that means we're far away. Но если мы видим только Кришну, означает, что мы очень далеко от него. Because that's all we can see is only Krishna. Потому что мы видим только Кришну. Because Krishna is always surrounded by his Потому devotees. что Кришна всегда окружает его преданные. There's no way to get to Krishna except through his devotees. И невозможно подойти и приблизиться к Кришне, минуя его преданных. Gopi Bharta Padakamalayar Dasa Dasa Anudasa. If we want to actually become a servant of Krishna, the maintaining of the gopis, we have to become a servant of the servant of the servant of the servant. Если мы хотим служить Господу Кришне, повелителю Гопи, мы должны стать слугой, слуги этого Господа Кришны. So devotees are very important. Поэтому преданные очень важны. So we should never minimize the devotees, because without devotees we can never have a relationship with Мы Krishna. никогда не должны не сводить значение преданных в нашей жизни, потому что без общения с преданным, без отношений с преданным мы не можем никогда развить отношения с Кришной. Because Krishna is never alone. Потому что Кришна никогда не пребывает в одиночестве. He's always with his devotees. Он всегда пребывает своими преданными. So we should learn how to associate with Поэтому мы devotees. должны научиться общаться с преданными. Because by learning how to associate with devotees, we're preparing ourselves how to associate with Krishna. Потому что, учась общаться с преданным, мы готовимся к общению с Кришной. Did that answer your question? Отвечает это на ваш вопрос? That was the last Это question. был последний вопрос. Киртан. We're going to have a short kirtan. Можно короткий киртан провести. Ниранджана Свами Махараджи.